Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомита, и у нас сегодня очередной смотр танков нашей любимой игры Мир танков от Lesty Games, и сегодня у нас на обзоре Кари Type 5, Кари ПТ-САУ Японии, прем ПТ-САУ 8 левела. Сразу скажу, что мне эту ПТ-САУ подарил мой друг Соклан CD. Вот, Коля его зовут. И я, конечно же, не мог себе не позволить надеть сюда нормальные трусы бело-красного цвета в виде подарка. Потому что это действительно подарок. И начнем мы, конечно же, танкосмотр этой машины с бронированием. Пошли. Итак, коллижен модель нашего Кари. Тут все достаточно просто. Сразу сбоку смотрим бронирование 50, но углов горизонтальной наводки не хватит, и мы от борта танковать не сможем. Поэтому смотрим в лоб. НЛД нижняя 35, а центральная часть НЛД 90, ВЛД снизу 187, сверху почти 200, щеки над гусеничных полок 240, и еще под углом система пишет рикошет. Сюда этой ПТшки лучше не стрелять. НЛД дырявая, ВЛД, ну такое, анти-СТ, ТТ нас в принципе практически все обычными снарядами сюда пробивают. Но если чуть-чуть приподнять где-нибудь, уже больше появляется. Ну, нельзя сказать прям супер прочно ВЛД. Вот дальше интереснее. Рубка основная 228, да, щеки рикошетные там в 350, маска орудия в целом 300. Никаких лючков у нас нет. Соответственно, если нам удается на ней спрятать корпус НЛД и ВЛД, то в принципе-то от рубки, понятно, шоки могут пробивать нас даже какими-то, не все танки обычными снарядами, не голдой, но голдой практически все нас будут шить, за исключением маски. То есть этой ПТ-САУ лучше не стрелять на гусеничные полки, не стрелять в маску. Вот, сюда тоже нежелательно, а вот корпус дырка. Так, с броней разобрались. Давайте глядеть, что у нас за орудие такое. Орудие у нас, господа, приятное альфа в 500. У нас хорошее пробитие на основном типе снаряд 252. На голде почти 300, да. Заряжается пушка 13 небольшим секунд, и это на стоке. Вот, ДПМ средний 2 почти 300. Комфортная, точность 0,34 на стойке, 2 секунды время сведения тоже на стоке. Круто. По полевой модернизации я еще ее не качал, но буду, конечно же. Во втором блоке усиленную ходовую, в четвертом блоке отстройку параллакса, в пятом блоке настройку эжектора, и вторым слотом мы берем разведку. Все на обзор. Это касаемо полевой модернизации. По оборудованию. Обязательно всегда на этот ПТ-САУ в первый слот ставите досл. Это всегда. А вот дальше я поставил, например, все на ДПМ, на точность орудия. Я поставил улучшенный прицел и, конечно же, вентилятор. Но кто любит побыстрее ездить, передвигаться на своих танках и ПТ-САУ, поставите тогда турбину вместо улучшенного прицела. Можете поставить для обзора просветленную оптику вместо прицела. И вместо прицела можете поставить малошумку, например, для лучшей незаметности. Все остальные модули оборудования, я так считаю, что бесполезны для нее. По снарядам у нас что основной снаряд, что голдовый, это бронебойный, и это круто, хорошая нормализация снаряда. Скорость полета на основном типе снаряда 980, на голде 1150, что в первом, что во втором случае особенно комфортная, хорошая, уверенная скорость полета снарядов. По снаряжению ремка, аптечка, желательно автоматический огнетушитель. Я поставил до паёк. У нас 6 членов экипажа, 2 заряжающих, есть радис. Перки вы сейчас наблюдаете перед собой в табличке. По плюсам-минусам ПТ. Что касаемо брони, хорошая рубка в целом, да. Неплохой ВЛД и отличные надгусеничные полки. Касаемо НЛД, прям кусок дерьма. Согласно бронирования, это вот даже и картошка написала, это ПТ-САУ универсальная. На самом деле хорошо играет в кустах, у нее неплохая незаметность, сейчас дальше посмотрим.
Она отлично себя ведет, и большинство на ней будут играть как ПТСАУ поддержки, то есть вы держитесь рядом со своей группой средних либо тяжелых танков и дамажите по их засвету, не стоя в кустах на базу. Назвать эту ПТСАУ штурмовой язык не поворачивается, потому что, ну, прям ультимативной брони у нас, к сожалению, нет. Вот, по УВН минимально комфортный у нас присутствует минус 7. Заряжается вот при такой сборке, да, и вот таком почти 4-перковом экипаже у нас пушка уже чуть больше 10 секунд. И это круто. Время сведения комфортное 1,74. А вот, ребята, точность орудия у нас повысилась до 0,28. И это невероятная точность, как для такой дуры. По ХП, учитывая в целом бронирование данной ПТСА, у нас 1250 хитпоинтов, что вполне себе соответствует бронированию и уровню данной ПТСАУ. По мобильности, в принципе, все неплохо, даже без турбины. 40 вперед, 18 назад, почти 17 лошадей на тонну удельная мощность. По незаметности 33%. Перк незаметности у нас вкачан. 33. Нормально. Вот. По обзору невероятные, опять же, в плюс говорю, 441 метр. И в целом получается, что минусов у нас можно небольшой минус отнести только в чем? Правильно. В слабеньком по бронированию корпусе и в том, что у нас УВН орудие не минус 10, а минус 7. Вот. Все, два небольших таких под минуса, да. Хорошая скорость полета снаряда, хорошая точность, время сведения. Это касаемо пушки. Хорошая сочная альфа. Невероятно хороший ДПМ. Нормальная подвижность меняемая. Достаточно большое количество ХП. Хорошая незаметность и невероятно качественный большой обзор, как для ПТСАУ. Ладно. Предлагаю уже отправляться в бой, посмотрим, на что способен Кари. Погнали. Так, господа, обзор боем Кари. Прем ПТСАУ Япония 8-го левела. Так. Че, на базюльке остаться, наверное? Вот даже не знаю. 8-е левела. Блин, ПТшек дофига. ЛТшек 2. Наверное, на базе пока останемся. Будем играть с базы. ПТшек много. Так. Как? Да ты посмотри, это Блайт. Я не свечусь, по идее. Да что это вообще происходит?
Есть попадание, но не в броню. Хорошо. Еще хорошо. Авангард. Почти в ангар. В ангар. В ангар. Вот это пушка, вот это пробитие. Приятно играть, черт подери. В ангар. Че, ребята, 2500 ДПМ. Хорошо. Так, кто тут опять едет? Наших обижать. Сверлись, готовы. На защите союзных войск. Идеальная пушка. Очень хорошая ПТшка. Нравится мне невероятно. Просто невероятно нравится. Все. Фланг тяжелых танков, я думаю, мы выиграем. А там фиг его знает, да? Лис там потеет, бля. С проджетой. Так, еще бы косарек набить. 3500, я думаю, урона на эту ПТ самое оптимальное должно быть всегда. Потому что, ну, пушка позволяет такие результаты делать по урону. И все застыли. Погнали, ладно, ХП у нас дофига, надо ехать ХП хотя бы раз. Все, АЦшка отлетела. Добре. Лис все тут живет. Жив. С проджетой они справятся.
дает. Эмиль уже сюда притянулся. Красавчик. Класс, я даже не засветился. Хорошо, 3К дали, ребят, еще на 500 бы напотеть. А ХП 1100. 1200, считай. У проги. Где рога? Надо ее искать. Придется, наверное, захватывать базу, господа. А, нет, вот она. Карри ее убьет. А, арта добила. Ладно, ребят, кстати, у нас 5 фрагов. 5 фрагов, 3К дамага. Отлично. Второй у меня уже бой на 3К. Хотя я всего сыграл боев 5, наверное. Ну, отличная ПТ САУ. Практически имба на самом деле. И я все чаще замечаю, что Леста выпускает какие-то имбы-танки. Появляются у нас в рендоме. Интересно. Третье место по урону. 5 фрагов. Преимущественно играли на голде, но все равно вышли в плюс. 31 тысяча серебра. Что хочу сказать эту машину. По пятибалльной системе смело ставлю 4 с плюсом. Почему не 5? Потому что по бронированию есть огрехи. Если бы их не было, это была бы имба, и это было бы 5 из 5. Ребята, у кого данная ПТшка есть в ангаре, пишите свои комментарии, как вам эта ПТ САУ в целом, да. Какой вы, может быть, используете оборудование, вам нравится. Для тех ребят, которые, может быть, сейчас думают приобрести данную ПТшку. Как по мне, прям практически имба. Невероятно комфортная, быстро крутится, нормальная подвижность, невероятно хорошая пушка. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал, а я вам говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.